Беларусь, а не Белоруссия. Давайте уясним этот момент сразу и не будем больше к нему возвращаться. Что у вас приходит в голову при упоминании этой страны? Мемы про картошку, Лукашенко и все? А ведь это очень большая европейская страна. Она больше, чем Эстония, Латвия, Литва вместе взятые. Думаете, Великобритания большая страна? Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Англия и так далее. Беларусь немножко меньше, чем Великобритания. К большому сожалению, мне пока нет 18 лет, и у меня не было возможности взять машину и прокатиться по всей этой стране. А ведь есть что посмотреть. Витебск, Гродно, Брест, Могилев, а также огромное количество замков и других памятников архитектуры и истории. Но все это немного позже. Сегодня покажу и расскажу о своем опыте посещения столицы этой страны, города Минска. Начнем, пожалуй, с того, как я туда добрался. Короче, я приехал сюда на поезде. Давайте так, билет на поезд стоил 3000, а на самолет 6. То есть 6000 это цена этой квартиры за двое суток. То есть, это довольно большая переплата. Поэтому я приехал на поезде. В целом, я помучился одну ночь, когда ехал в эту сторону. И то, мучился я, едя на плацкарте, потому что я не сплю ночами в поездах, к сожалению. Вот, а скорее всего вы спите, потому что большинство в поездах типа укачивает, и вы засыпаете. А так, вам решать, хз. Меня тут Антон Птушкин на большом экране. Чтобы вы знали, кого я бачу помимо Шевцова в своих влогах. Приехав на поезде на центральный Минский вокзал, я увидел огромную площадь, сталинскую архитектуру и переходы чисто в тбилисском стиле. В общем, добротный постсоветский город. Ну, приехал я, значит, в ваш Минск. Вот на этом вокзале написано «Чугуначный вокзал». Да, в белорусском языке все пишется через «за», что кажется русскому человеку забавным, но в этом есть какой-то некий вайб. Вот такой тут трамвайчик. Но, блин, по первым впечатлениям есть какие-то похожести на Грузию, например, переходы в метро. Вот Макдональдс, которого тут тоже нет, это называется здесь Макбай. Сейчас сюда пойду, посмотрим, что там есть прикольное. Вот такой здесь Макдональдс. Это вот буквально у вокзала. Вон вокзал, вот Макдональдс. Практически нет людей. На первом этаже сидят два мужчины и все. Типа, только я. Я попал сейчас на Макзавтрак. Я взял себе какой-то комбо с обычным фреш-маффином двойным. Получилось вот 15 белорусских рублей. Сейчас самое интересное, я взял картошку со сметаной. Будем тестить. Между прочим, я оплатил русской карточкой МИР. Вот мне принесли. Абсолютно серьезно, сметана для картошки. Короче, сейчас скажу, как оно. Я сейчас сказал то, что фанта не какой-то типа аналог российский, реально нормальная фанта. Охуенно. Гораздо вкуснее, чем добрый апельсин. Фреш-маффин двойной. Примерно такой же я люблю есть в России. Слушайте, мне кажется, что здесь гораздо лучше мясо. Ну, у меня такое ощущение. Оно какое-то более натуральное, что ли. Более приближенно как будто к домашнему. Сейчас затестим картошку со сметаной. Обычная сметана, самая обычная. Вот, ну, типа просто в таком интересном формате в лотке. Картошка вообще другая. Абсолютно. Блин, это интересно. Честно, для меня лично вкуснее. Какие-то соусы типа там сырного, барбекю, там 1000 островов, типа кисло-сладкие. Но со сметаной, на самом деле, тоже прикольно. Это немножко необычно, но прикольно, мне нравится. Но каждый день я бы такое, наверное, не стал есть. Ну, вообще, не стал бы каждый день есть в Макдональдсе, конечно. Но это круто. Типа, это необычно. После посещения Макдональдса я не смог противостоять искушению немного прогуляться, перед тем, как прыгнуть в такси и помчать в свои апартаменты. За 1,5 часа, проведенных в этой стране, судя по всему, меня наебали ровно один раз. Людей, которые говорят по-белорусски, я встретил буквально одного мужика, который шел по улице и по телефону что-то энергично базарил. Ну и вообще, блин, Минск пока что, но опять же, я из центра пока никуда не выходил, выглядит как просто немножко проапгрейженная Москва. Действительно чисто, типа это, ну, стереотип, что вот в Беларуси чисто. Ну, реально, как бы, мне лично это бросилось в глаза, что здесь реально, как минимум, плитка нормальная, блядь, она не разваливается. Какой-то аккуратный парк. В Москве бы, блядь, сидели алкаши, бухали. Короче, мне тут, в принципе, нравится. Я думаю, что я бы даже мог здесь жить. Но, опять же, мне надо выехать за центр, а я живу как раз-таки довольно большой удаленности от центра, и там уже оценить, насколько там классно. Но вот это место реально немножко напоминает Динамо. Кто в Москве живет или был, тот знает, наверное. Какой-то стадион, типа рядом какой-то парк. Блин, я вот не знаю, по газонам тут принято ходить. Так-то, по идее, должно быть. Но я не хочу тут какие-то правила местные нарушить, поэтому не буду. На всякий случай. Блин, еще есть такой момент, что реально довольно мало людей. Но опять же, я сейчас иду в будний день, утром. Конечно, здесь не будет толпы людей, но тем не менее. Бля, слушайте, очень чистая лавочка. В Москве обычно лавочки такие, что на них типа стрёмно садиться. А тут она довольно чистая, я даже хочу на ней посидеть. Короче, поезд у меня пришел типа в 9. С того момента я похавал маки, выпил кофе в кофексе, увидел самокаты в уж. То есть, ну, реально, типа, пол-Москва какая-то тут, блядь, все как в Москве. Но все-таки есть какой-то прикол свой, типа, который отличает вайб этого города от российского. По первым впечатлениям, мне здесь нравится.
Но мне не очень нравится, что здесь, блядь, холодно. Типа, я вот одет вот так, типа, худи, под ней футболка, курточка. И, ну, типа, мне так, слегка промозгло. Но парк реально красивый. Ля. Еще листочки падают так кинематографично. Уф. Я не понимаю, зачем вот там ставить мусорные баки, блядь, в чем замысел? Запрещается распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива. А пиво это разве не алкогольный напиток? По-моему, алкогольный, если не ошибаюсь. Короче, мне тут нравится. Мне тут нравится. В общем, что я хочу сказать. Мне изначально от Минска были очень заниженные ожидания, потому что я думал, типа, что, о, ну это какой-то, типа, советский город, островок совка. Ну, не знаю, но по первым впечатлениям мне, ну, прям заебись нравится, ну, прям очень круто. Хочется реально походить, погулять, что-то похавать местной еды. Но, бля, надо в квартиру заселяться. Так что я, наверное, поеду. Для меня пройдет, не знаю, час, 30 минут, для вас монтаж. Памс, и вот такие вот хоромы я снял на Авито. За буквально 7000 рублей за 2 суток. Привет, это я. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть. Вот мы здесь входим в шкаф, куда можно повесить куртку. Тут еще какое-то отделение, да? Да, сюда можно шмотки всякие сложить. И здесь какой-то телефон. Его предназначение я не понял пока, что это свет. Да, это свет. Дальше тут у нас есть барная стойка, плитка, судя по всему, да. Электрическая раковина, кстати, довольно глубокая. Мне в Грузии была более глубокая, но сейчас в России у меня она примерно в 2 раза меня глубокая. Микроволновочка. Можно что-то разогреть себе. Тут лежат какие-то конфетки. А нет, это не конфетки, это что-то для стиралки, наверное. Бутылка воды. Я, кстати, не знаю, питьевая тут вода из-под крана или нет. Потому что в Грузии, например, она была питьевая. Здесь у нас есть холодильник. Он пуст пока что. Может быть, я сюда что-нибудь притащу. Так, дальше идем в ванную. Свет тут не очень удобно включается, вот так вот за дверью. Ванная уже более простенькая. Стиралка есть, унитаз, ванная. Кстати, блин, я не знаю, как здесь мыться, потому что вода же будет разбрызгиваться везде. Не знаю, посмотрим. У нас есть раковина. Очень приятный гель для душа со вкусом кокоса. Вот он я. Я уже притащил сюда зубную щетку и пасту. Короче, хате ставлю 9 из 10. А, нет, стоп, я забыл. Тут еще есть вот такой вот балкончик, скорее, ну, лоджия или как это называется, я не знаю. Очень приятная креслица, можно здесь посидеть, обсудить что-то со своим товарищем, которого сейчас со мной нет. Посмотреть на дорогу, стройку, что еще здесь есть. Да, вид так себе, конечно, но что поделать. Предназначение вот этой штуки я не знаю. Какая-то копилка, может быть, понятия не имею, честно говоря. На самом деле, я бы даже в такой квартире жил с кайфом, типа... Она очень светлая, красивая. Тут вот за этой барной стойкой можно снимать для вас видео. Правда, стационарный комп сюда типа негде поставить объективно. Ну, короче, очень крутая квартира, и я доволен. Поселился я в минском аналоге питерского Мурино. Было поле, где застройщик понатылкал разных человейников и назвал это Минск Мир. У района даже есть некоторая концепция. Каждый микрорайон называется какой-то частью света, при этом каждый дом называется либо каким-то городом, либо местом в этой части света. Качество жилья довольно средненькое, мне так, по крайней мере, сказали местные. От людей на улице я часто слышал слово звукоизоляция. Буквально я просто шел по улице, и вокруг люди говорили что-то про звукоизоляцию. Вот настолько там большая проблема с этим. Это же мне подтвердили мои местные знакомые, которые либо там жили, либо просто находятся в городе и знают, как, где, что происходит. Конечно, все далеко не так плохо, как в Мурино. И если реально всерьез сравнивать, то это просто небо и земля. Качество строительства, конечно, будет в разы лучше. Не говоря уже об инфраструктуре. Кстати, о ней. На самом деле, с точки зрения урбанистики, это далеко не самый худший район, который мог бы быть. Как минимум, у нас здесь есть велодорожка. Как минимум, у нас действительно высажены деревья. Я уже говорил о том, что можно было уже проросшие посадить. Но, тем не менее, посмотрите, это довольно, увесистое дерево, но плотное. Я уверен, что оно прорастет в будущем. Блин, как же дохуя здесь всяких московских брендов, типа SDEC, Озон, там еще был Wildberries. Тут еще по всему району стоят самокаты Уж. Вы спросите, почему же я называю их московскими? Ну, блин, потому что большинство людей, которые ими пользуются, из Москвы. Я очень сомневаюсь, что, типа, среднестатистический амич какой-нибудь, типа, берет такой покататься на самокате Уж. Я очень себе это слабо представляю. Или, например, заказывает доставку типа Яндекс.Гоу. В общем, в Минске этого навала, мы не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, хорошо,
хорошо. Не, ну, кстати, для такого района самокаты Уш — это довольно-таки хорошая история, потому что, как видите, здесь огромные пространства, и пересекать их пешком, ну, не сказать, что быстро, но при этом из-за этого же огромного пространства вы на этом самокате абсолютно никому не будете мешать. Тут тротуар размером типа с 2 автомобиля. Не знаю, насколько это видно на камере, но тут очень широкий тротуар. И условно человек, который будет катиться вот на таком самокате, даже если на максимальной скорости, то он не будет абсолютно никому мешать. У меня, кстати, есть подписка на Вуш, но почему-то она не работает здесь, то есть она у меня куплена в рублях, и когда я захожу в приложение здесь, у меня пишет, что у меня подписки нет, что странно, потому что типа приложение одно, сервис один, почему бы она не работала во всех странах? Блин, ну почти Европа, тут есть островок безопасности, вот так вот интересно выделен пешеходный переход, есть достаточное количество освещения на нем, то есть пешеход на нем будет заметен. Вот здесь вы можете увидеть, что пешеходный переход гораздо сильнее подсвечен, чем окружающая его часть дороги. Вот так вот выглядит подъезд. Здесь вот такая вот красивая ложа. Например, друг, который ждет вас, он может подождать вот здесь посидеть. Здесь, я так предполагаю, должен сидеть какой-то мужик, который будет за всеми следить. Да, пока что тут все строится, поэтому лифт выглядит вот так вот, чтобы люди, которые перевозят всякую там мебель и так далее, не поцарапали ничего. Вот какой-то супермаркет, сейчас в него зайду. Может быть, если будет что-то интересное поснять, я посниму. Итак, что я могу сказать по поводу магазина Санта? Вообще похоже на что-то типа нашего перекрестка. Меня порадовало, что там есть касса самообслуживания. Потому что, например, в Грузии, когда я жил, они были только в огромных гипермаркетах, которые были типа в торговых центрах, где, ну, ты покупаешь огромное количество покупок, типа, идешь с этими большими пакетами потом домой. Вот. А в маленьких магазинах, типа, ну, обычных, которые, ну, условно, на районе стоят, касс самообслуживания не было. И, ну, типа, тратить время что-то с продавщицей там, пока она тебя пробивает. В общем, не знаю, для меня это не очень приятно. Я больше люблю, типа, ни с кем не общаться. Можете считать, что я интроверт. Я не знаю. Магазину Санта ставлю лайк. Да, кстати, посетив супермаркет, я очень сильно удивился тому, что меня встретили абсолютно другие товары, нежели в России. Я решил набрать чего-то интересного и сделать вам обзор. Итак, дорогие друзья, прямо сейчас вы увидите обзор на белорусскую продукцию. На обзоре у нас пельмени, названия которых я не помню. Сейчас я вам подсниму пачку, как она выглядит. Мой белорусский товарищ сказал, что это не самые лучшие пельмени, которые есть. Но я просто взял в магазине, типа те, которые мне бросили в глаза. А также виноградная фанта. Кто не знает, виноградная фанта — это самый вообще лучший вкус фанты, который, типа, в целом есть. Понятно, что, ну, типа, в России их не так много, то есть это, по-моему, апельсин, что-то лимон, лайм, ну, там что-то такое. Короче, виноградная — это самая офигенная, самая вкусная фанта, и это признает каждый, кто ее когда-либо пробовал. В России я последний раз пробовал виноградную фанту буквально пару недель назад, и она была импортная из США, и стоила она, типа, рублей 200 за банку 0,3. В общем, давайте тестить пельмени. Блин, ну, кстати, как по мне, обычные базовые свиные пельмени, которые, типа, в целом есть. Это довольно вкусненько, но я не могу сказать, что это прям что-то мега необычное. В России я примерно такие же пельмени ел. Цены продуктов я выведу сейчас вам на экран. Так, теперь давайте тестить фанту. Блять, чуваки, я серьезно. Если вы не пробовали виноградную фанту, вы очень много упускаете в жизни. Короче, пельмени ставлю 7 из 10. Фанта 10 из 10. Блять, это просто нахуй напиток богов. Так, мне приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Итак, мы подходим к теме белорусской еды. За 2 дня у меня, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы посетить разные кафешки, рестики и так далее. Но местный бро, его зовут Бетховен, он талантливый битмейкер. Он не захотел присутствовать в кадре, но в любом случае большое ему спасибо. Ссылка на него будет в описании. Так вот, мы с ним отправились в самый белорусский ресторан, который только может быть в Минске. Ну, наверное, не самый, но он был довольно колоритный. Это ресторан Васильки. По концепции он очень схож с российским теремком, то есть это тоже сетевое кафе, где довольно вкусно готовят национальную кухню. В теремке русскую, в Васильках, соответственно, белорусскую. В Васильках немножко повыше цены, но и повыше уровень обслуживания, скажем так. И мне кажется, что теремок немножко более фастфудный. На самом деле, в белорусской кухне довольно много интересных разных блюд, помимо общеславянских там пельменей, блинов и так далее, и общеизвестных драников, которые плотно ассоциируются с Беларусью. Например, холодник — это какой-то холодный прикольный суп, типа освежающий. Мне местные сказали, что это прикольная вещь. Также, например, мочанка, которую я, кстати, попробовал. Это концепция, скорее, блюда, где есть какой-то соус, какая-то юшка, в которую ты макаешь, например, драники или блины. И это самая мочанка, то есть юшка может быть абсолютно разная. Там может быть что-то с мясом замешанное, может что-то типа овощное. В общем, не драниками белорусская кухня едина. Так, здравствуйте, дорогие подписчики. Значит, мы взяли драники. Значит, оператор взял что-то цыпленок какой-то в лимоне.
Стоило это все добро, каждое блюдо по 18 рублей. На экране сейчас у вас вывелось, сколько это стоит в долларах и рублях русских. Короче, давайте чекать. Это, значит, драники с так называемой мочанкой. Биткоин, расскажи, что это. Я не помню, блядь, что это. Макать, короче. Короче, да, суть в том, что, ну, слово макать, типа, у тебя есть что-то, и что-то, во что ты макаешь. Это, типа, называется мочанка. Последний раз я драники хавал в шоколаднице. Это было вкусно, не знаю. Но это вкусно. Я не фудблогер, я не знаю, как это описывать. Вкусный картофельный драник, типа, такой классный, маслянистый, поджаренный вкус. Какая-то штука из мяса, какие-то колбаски с приправами, все вкусненько. Довольно много еды, кстати, я 100% этим, типа, прям наемся. И сколько? За 18 рублей, ну, по-моему, нормально. Ну, типа, для ресторана. Тут прикольный антураж. Сейчас Биткоин еще попробует своего цыпленка, тоже скажет свое мнение. Тестим. Овощи сначала. Они, кстати, картошку сварили охуенно, максимально. Она, кстати, сочная вроде. Лимонная грудка с травами и сыром гаудой. Это очень вкусно, вообще пиздец. И по овощам они тут, кстати, очень хорошо затушены, очень сочные. Нет, это шедевр. За 18 рублей окупает. Трижды окупает. Подписчики, мы будем хавать. Всем пока. Пора перейти к самому городу. Столица Беларуси — это реально очень добротный постсоветский город, который выглядит гораздо лучше своих собратьев по судьбе. У него огромное количество исторической застройки. На самом деле, практически у каждого города есть много исторической застройки, помимо там каких-то городов Америки, например, которые просто недавно были построены, всего пару сотен лет назад. И даже у них есть. Но, в общем, я говорю о том, что за ней в Минске конкретно, где я был, довольно неплохо следят. Местами Минск даже напоминает Петербург. Местами. Но качество того, как за этой исторической застройкой следят, ну, Петербург с Минском просто, типа, опять же, это небо и земля. В Петербурге гораздо хуже. Также очень хочется отметить очень ухоженные и очень аккуратные панельные дворы. Блин, я не хочу, конечно, выглядеть, типа, как какой-то пропагандист, типа, Беларуси, Минска. Я из России, у меня российский паспорт. Я не могу никак быть предвзятым, но по сравнению с Москвой, белорусские дворы меня крайне сильно впечатлили. Они очень ухоженные. На самом деле, иногда было ощущение, будто я оказался, типа, где-то в Восточной Германии, в Чехии, в Словакии, в Польше, имея в виду в больших крутых городах, которые развиваются, у которых довольно-таки обеспеченное население. То есть там реально чисто. Ну, вот это вот типа мем, что вот в Беларуси чисто. Там реально чисто. Очень. И в дворах у всех сделаны одинаковые балконы, очень прибранная преддомовая территория, сделаны пешеходные переходы на уровень выше, чем дорога, чтобы водителю было видно пешехода, чтобы он отделялся от общей дороги. Конечно, можно в 4 раза лучше, в 10 раз лучше. Типа, если сравнивать с какой-то Австрией, то Беларусь, конечно, это просто Африка какая-то. Но я сравниваю с Москвой, где я живу и где я вырос. И, ну, в Беларуси дворы и улицы гораздо более аккуратно сделаны и чище. И это при том, что у нас схож политический режим, у нас схож климат, он практически одинаков. У Москвы, например, наоборот, преимущество, что здесь денег гораздо больше. Беларусь — это на самом деле довольно бедная страна. И если, типа, посчитать, условно, ВВП на душу населения, короче, в Москве денег больше, это факт. Но при этом Минск выглядит более приятно. Интересно, как же так получилось? На самом деле, все эти штуки с урбанистикой, городской средой — это общая боль всех постсоветских стран. Короче, моя мысль в том, что, возможно, желание сделать хорошо и менталитет людей, отношение к своей территории, к своему городу гораздо важнее, чем такие факторы, как климат, количество денег, обеспеченность населения. Потому что я не думаю, что Польша какая-нибудь прямо сильно богаче России. Но при этом все-таки я думаю, что Варшава выглядит гораздо более адекватно и чистенько, чем, например, какой-нибудь Санкт-Петербург. И не только потому, что там живет меньше людей и, не знаю, территория меньше. Я думаю, что все-таки важен подход и ответственность людей. В течение своей прогулки я забрел какие-то минские дворики, и просто посмотрите, как здесь вообще все сделано. У меня личное ощущение, как будто я попал в какую-то типа Польшу, Чехию или Словакию, может быть. Посмотрите, как здесь сделано разделение полос, потому что вообще фактически это двухполосная дорога, но, как видите, там стоят машины. И чтобы, ну, было понятно, что это двухполосная дорога, они сделали вот такое вот разделение. Вон там абсолютно так же. Блин, посмотрите, как сделаны балконы. У нас в России, ну, в большинстве домов каждый балкон сделан абсолютно по-своему, а здесь, видите, они типа все одинаковые, и это выглядит очень красиво. И так практически в каждом доме. Также посажено довольно большое количество зелени. В России большинство домов гораздо хуже выглядит, чем здесь. Это немножко другие модели, это не типичные пятиэтажки, конечно же. Понятно, что у них типа нету огромного количества денег, чтобы полностью реновировать их. Примерно как в Европе они делают, типа в Германии где-то, в бывшей восточной части. Но тем не менее, чтобы просто сделать аккуратненько
типа не нужно большое количество денег. Ну, вы сами видите, типа это очень хороший двор. Вон там пустое место, опять же, но это проблема, мне кажется, всей Белоруссии, ну, Минска, по крайней мере, что очень много пустых мест. Объясняю, в чем проблема пустых мест. Потому что вот эту траву, ну, не конкретно эту, тут ее маленькое количество, но там, где я сейчас живу, в районе Минск-Мир, там огромные поля из этой травы, которую, между прочим, надо косить. То есть это платится зарплата тому, кто ее косит. Арендуется либо покупается это газонокосильная машина. Для нее покупается топливо. То есть это место, которое нужно обслуживать. Оно бесконечно жрет деньги, но при этом оно абсолютно ни для чего не нужно. Вот этом самая главная проблема этих пустых пространств, которые по всему городу довольно много. Но опять же, дворы прям, ну, мне очень нравятся. Условно, если бы я здесь жил, ну, я бы вообще, типа, не испытывал никаких проблем. Типа, очень миленько, тихо, так спокойненько. Красивенько и аккуратненько. Блин, ребята, я реально как будто в Восточной Германии. Вы посмотрите, как сделано аккуратно балкончики. Они одинаковые. То есть никто как... Вот, даже там, смотрите. Вау. Вот этот дом вообще образцово-показательный, он очень красивый. Мне кажется, это стандартная модель, которая, типа, есть во всех русских городах. Вот эта пятиэтажная, панельная. Посмотрите, что все балконы сделаны абсолютно одинаково. Все зелененькие, из одинакового, не знаю, листа, как это называется, материал. В общем, это очень красиво и аккуратно выглядит. Ну, я прямо восхищен, блин. То есть здесь дело не в деньгах и не в коррупции. Типа, тут просто надо как бы постараться сделать это. Ну, я не верю, что это дорого стоит, потому что просто купить, блин, кусок зеленого этого листа, металла, и просто всем поставить одинаковый. И уже будет аккуратно и красиво выглядеть. Но просто, наверное, в России люди не могут между собой договориться, я не знаю. Но это правда выглядит очень красиво. Блин, я очень часто замечаю, все-таки как в Минске, сделаны пешеходные переходы. Конечно, исполнение, я бы не сказал, что самое элегантное, но тем не менее, вот этот лежачий полицейский заставляет водителей сбрасывать скорость, из-за чего вероятность того, что кого-то собьют, ну, снижается в разы. Конечно, исполнение, типа, далеко не самое элегантное, но, по сути-то, это помогает. Например, вот машина, и он сейчас сбрасывает скорость, чтобы проехать. Это действительно очень положительно влияет на безопасность. Здесь какое-то такое околосоветское здание. А это здание начальная школа, номер 29 у меня, братьев Синько. Моя младшая школа, в которой я учусь, она была раза в 2 менее красивая, конечно. Это какой-то стоит советский монумент. В общем, вот так вот выглядит прикольно. Переходим в центр города, который гораздо более интересен. О, ребята, смотрите, я тут куда-то забрел, тут какой-то классный белый замок. Не знаю, возможно, это какая-то самая главная достопримечательность местная, я просто не знаю. Ну, блин, выглядит прикольно. Ох, ну это красота. Хочу обратить внимание, какие здесь окна. Типа, это не какие, это дешевые, пластиковые, белые. Они выглядят довольно аутентично, то есть они прям вписываются в этот самый дом. Какая-то церквушка. Зачем-то вот эту ленточку уебищную повесили, вообще непонятно зачем. Пивной у ратуши. Пиво мы не пьем, наш канал за ЗОЖ, поэтому мы туда не пойдем. В общем, тут, судя по всему, есть некая ратуша. Я не в курсе, что это такое. Блин, такие полуаутентичные двери, хотя видно, что, типа, они из пластика, и тут есть такой замочек. Но все равно постарались, типа, чтобы она выглядела адекватно. У нас бы, блядь, поставили просто обычные металлические двери и хуй бы забили. И вот здесь реально слишком похоже на Москву. Типа, я могу привести 5 примеров похожих мест в МСК. У меня ощущение, что я был в этом месте. На самом деле, я с папой был в Беларуси, но я был в Витебске. Я не уверен, что я был в Минске, но я точно был в Витебске. Но как будто бы в этом месте я был. Возможно, в Витебске просто есть похожее место, но, блин, не знаю. Но довольно красивая церквушка, типа, в таком славянском классическом стиле, средневековом. Выглядит круто. Не знаю, но мне нравится такая архитектура. Есть что-то в этом такое, типа, родное, красивое, благородное. Конечно, жалко, я сюда вечером пришел. Днем, наверное, было бы еще прикольнее. Ну, не знаю, мне все равно нравится. Блять, зачем-то воткнули эти мусорные баки сюда. О, вон там еще какой-то прикольный. Блин, я даже не знаю, куда пойти. Туда. Возможно, на улице туда пойти. Слава переможцам. Сейчас. Слава переможцам. Фотоцентр. Прикольно. Здесь сделали шрифт такой, типа, как будто в начале 20 века. Выглядит классно. Друзья, я недалеко от центра Минска, и я нахожусь на аналоге какой-то, типа, вот этой площади у Большого театра. Хуй знает, как тут это называется. Вот это улица Незалежности, насколько я понял. И здесь просто ебануться, какая огромная площадь. То есть сейчас я стою один на ней. Но она пиздец какая большая. То есть я не могу даже описать словами. Но она просто огромная.
Здесь у нас Палац Республики. Значит, типа дворец республики, наверное, так по-русски и будет. В общем, он просто огромный. Вот здесь какое-то здание, которое, ну, напоминает Большой театр на самом деле, поэтому я и провел аналогию. И здесь еще одно какое-то большое здание, которое мне не очень нравится. Я бы посмотрел на него днем, но ощущения, не знаю, смешанные, как будто чувак в Симсе, не знаю, что-то типа налепил из каких-то частей. Опять же, скорее всего, вполне вероятно, что он из-за того, что я ночью сейчас здесь, выглядит таким образом. Не знаю, я бы на него еще днем посмотрел. Но, не знаю, вот это здание мне не нравится, как выглядит. Вот это очень красиво, вот это тоже прикольно. Это такой, типа, советский модернизм. Очень прикольное здание. Вот это мне не очень понравилось. Сейчас только что пришел с Макдональдса. Кстати, белорусский флаг. Да, я не знаю, говорил я где-то или нет, но здесь практически на каждом здании висит флаг Беларуси. Кстати, этим Беларусь очень похожа на Америку. Я не знаю, мне нравится это, типа, и в этом есть какой-то прикол. Ой, блядь, нет, ребят, это очень плохо. Типа, сори, но это очень плохое здание. Вот этот микс каких-то черных окон и какой-то полуантичный такой типа неоантичный, я не знаю, как это правильно называется, архитектуры. Ну, блядь, ну это очень странно выглядит. Типа, сори, но это прям плохо. Я бы, конечно, постарался получше, учитывая, что это, типа, самый центр города, насколько я понимаю. Ну, не самый, но, по крайней мере, очень близко. Ну, и, типа, тут ходят туристы, тут хожу я, блядь, я турист. И, типа, ну, не знаю, это очень странно выглядит. Вот этот Палац Республики мне нравится, он крутой. Если советский модернизм, это в целом прикольно. Какие-то офисные здания, кстати, офисные здания симпатичные. Тут логотип оператора А1, это местный сотовый оператор. А вон дальше идут какие-то европейские домики. Я предвкушаю, что там будет что-то прикольное. О, да, Европа. Сейчас, короче, погуляем. Ну, не знаю, за вот эти, типа, 2 дня, которые я здесь провел, по впечатлениям реально очень похоже на какую-то восточную, типа, Европу, какие-то славянские страны, по типу Польши, опять же, Литвы, Латвии, Эстонии, что-то вот такое. Северо-восточно-европейское. И мне это нравится, мне нравится этот вайб славянский отчасти. Здесь разрешено казино, чему я был, кстати, удивлен. Да, вот, белорусский флаг, белорусский флаг, белорусский флаг, белорусский флаг, белорусский флаг, белорусский флаг. То есть он прям на каждом здании висит. Я хочу обратить внимание, какие тут охуенные таблички для обозначения номеров домов. Фасады зданий, кстати, довольно неплохо выглядят. Даже вон с внутренней стороны, давайте в двор зайдем. Да, и даже с внутренней стороны фасады выглядят довольно-таки неплохо. Например, в каком-нибудь Санкт-Петербурге на центральных улицах фасады типа выглядят более-менее адекватно, но во дворах творится полный пиздец. Вот, а здесь, в принципе, ну, нормально, неплохо. Конечно, можно лучше, но это уже неплохо по сравнению, по крайней мере, с Россией, в которой я живу. Вот какое-то советское здание, судя по всему, сталинских времен. Вот эти красивые узорчики на фасаде. Очень нравится. Министерство связи и информации. Вот какая-то большая улица в центре города. Какой-то, наверное, аналог Невского проспекта в Питере. Не знаю, ну-ка чем-то напоминает. Вот любимое место Сани Нурофена и Кирилла Виксоджи, видимо, в этом городе. Но, блин, красивенько. Как в Европе сделано такой небольшой спуск к дороге, чтобы, например, там людям на колясках было удобно. Ну и с колясками, которых детей катают. Такие аккуратненькие клумбочки. Опять же, блин, почему нельзя было просто выросшие деревья поставить? Так же было бы гораздо круче. И не надо было ждать, пока они вырастут. А пока они вырастут, тут не очень приятно ходить из-за машин. Фасады выглядят следующим образом. Опять же, довольно неплохо, кстати, реально. Вот это здание вообще отлично выглядит, мне кажется. Только нету единого как бы дизайн-кода у всех заведений. Каждый лепит вывеску, как ему нравится. Но это уже придирки, типа в странах бывшего Советского Союза редко есть адекватный дизайн-код. Наверное, только типа в Латвии, в Литве, там, в этих странах. Там, я думаю, что есть такое. Есть самокаты, кстати. Eleven. Я такие же в Москве видел, в Сколково, по-моему. Блин, вот это здание конкретно очень круто сделано. Как видите, тут деревянные окна. Я не знаю, вряд ли они оригинальные, конечно, потому что я думаю, что строилось оно слишком давно, чтобы они сохранились. Я даже не заметил, вон там пластиковые, но они прям сливаются с деревянными. И, ну, на камере видно немножко, что они по-другому отсвечивают, но в жизни я даже не заметил, если бы я не всматривался. Ну, короче, блин, вот конкретно это здание очень круто сделано. Ну, мне нравится. Погода немножко портит, я даже шел, немножко дождик был, но у меня вообще поезд через 2 часа, я тут гуляю. Вот, но я надеюсь, что я успею, потому что иначе будет не очень хорошо. Здесь вот такая маленькая европейская улочка. Хорошо отреставрированные дома. Классные знаковые стекла тоже сделаны. В общем, очень круто.
Так, написано. Здесь почему-то решетки на окнах, непонятно зачем. Это центр города, наверное, тут миллиард камер, полиции. Зачем даже на 3-м этаже решетки? Зачем? Может, это какая-то, типа... Не, вряд ли тюрьма будет в центре города, конечно. Не знаю, но это странно. Это не очень понятно. Зачем так делать? Тоже очень красивые, аутентичные таблички с обозначением улицы. Прям вписываются в дизайн код условный. В общем, очень круто. В Тбилиси есть, кстати, что-то похожее, но там не такая славянская типа архитектура, там больше что-то такое около восточное. Хотя не, все равно больше похоже там на Европу все. Ну, в общем, я кайфанул от центра. Конечно, мало популярно, надо гораздо больше, но все равно довольно-таки неплохо. Тоже культурное наследие, видимо, там эта табличка. В общем, уезжаю, у меня была небольшая тоска на душе, потому что мне реально понравилось в Минске. Я думаю, что у страны будет очень хорошее будущее, которому неизбежно будут предшествовать некоторые исторические события и изменения. Понятно, что я там был всего 2 дня. Я был еще в Беларуси в детстве, в Витебске, в санатории, но я практически ничего не помню оттуда. И, ну, да, для изучения города нужно гораздо больше 2 дней. Но я увидел то, что я увидел, и этих впечатлений мне хватило, чтобы полюбить эту страну.